Могу я вам кое-что сказать, в чем я плох? Я ужасен в создании кликбейтов. До 2 лет назад мое самое популярное видео было о том, как баскетбольный мяч с небольшим вращением сбрасывают с плотины. Он взлетает как ракета и летит гораздо дальше, чем можно было бы ожидать. Это видео было размещено на сотнях новостных сайтов. За первую неделю оно набрало 16,3 миллиона просмотров, но почти ни одного из этих просмотров не было на платформе YouTube. Почему? Потому что я дал ему такую миниатюру и назвал «Странные применения эффекта Магнуса». Это видео спонсируется Кивико. Подробнее об этом в конце шоу. Теперь я думаю, что на YouTube меня используют как пример того, как не нужно упаковывать ваше видео. Чтобы показать, насколько плохой это заголовок и миниатюра, кто-то другой загрузил видео с умным заголовком «Баскетбольный мяч, сброшенный с плотины». И за несколько недель это видео набрало десятки миллионов просмотров на YouTube. Это произошло в момент, когда YouTube предоставил мне доступ к Content ID. Это система, которая позволяет зарабатывать деньги, когда кто-то другой повторно загружает ваши видео, что было хорошо, но я все еще не был хорош в создании кликбейтов. Поэтому для этого видео я привлек эксперта. Я хотел увидеть вашу реакцию. Можете показать мне реакционное лицо. Какое хорошее лицо для миниатюры. О, я понял. Это лицо для миниатюры. У меня есть около 10 таких лиц. Я делаю разные мимики. И затем мы выбираем лучшее. У меня, вероятно, есть около 500 таких лиц, и мы просто фотошопим мое лицо на мое лицо. Таким образом, мне больше не нужно это делать. Когда я начинал на этой платформе около 10 лет назад, кликбейт был менее важен. Важны были подписчики, потому что большинство просмотров приходило из ленты подписок. Видео обычно становились вирусными благодаря вниманию в других местах, таких как Reddit или Facebook, а не из-за алгоритма YouTube. Но как только у вас есть большое видео и люди подписываются, если это так, то ваше следующее видео, вероятно, получит много просмотров от этих подписчиков. Таким образом, YouTube возьмет это популярное видео и поделится им с большим количеством людей. И вы получите больше подписчиков в позитивной обратной связи. Но вскоре YouTube понял, что это не создает лучшего опыта для зрителя. Они обнаружили, что показ видео только с каналов, на которые подписан зритель, приводит к меньшему количеству кликов, меньшему времени просмотра и меньшему взаимодействию с сайтом в целом. Кроме того, они знали, что полагаться на другие платформы для привлечения трафика к вирусным видео рискованно, так как эти платформы могут в любой момент отключить трафик. Поэтому им нужно было сделать YouTube самодостаточной целью. Они хотели, чтобы люди приходили на YouTube, смотрели их интересующие видео, нажимали на хотя бы одно из них и смотрели его какое-то время. Идеально, чтобы зрители погружались в YouTube, проводя часы на сайте, даже не замечая этого. Основной ресурс — это время и внимание людей, и каждая платформа пытается захватить как можно больше этого ресурса. Поэтому, чтобы сделать YouTube таким важным местом, им нужно было снизить значение подписчиков, сделать его менее похожим на подкаст-приложение, где вы получаете только те шоу, на которые подписаны, и больше похожим на Reddit, где наиболее интересные и вовлекающие материалы поднимаются наверх. Но это обязательно означало увеличение значения clickbait. Теперь кажется, что существует парадокс, когда речь идет о кликбейт. Люди почти универсально утверждают, что ненавидят его, но вы также видите его повсюду. Так почему так? Одной из проблем является то, что мы не все согласны с определением clickbait. Когда я гуглю, первое определение — это контент в интернете, цель которого — привлечь внимание и побудить посетителей нажать на ссылку на определенную веб-страницу. Мы могли бы назвать этот тип iClickbait, и в нем не кажется, что есть что-то неправильное. Я имею в виду, если бы вы не пытались привлечь внимание и заставить людей кликать по вашим ссылкам, то вы бы не выполняли свою работу. Но есть и второе определение, то, к которому, я думаю, что относится больше людей. Это что-то вроде заголовка, созданного для того, чтобы побудить читателей кликнуть на гиперссылку, особенно когда ссылка ведет на контент сомнительной ценности или интереса. Википедия говорит, определяющая черта кликбейта — это его сенсационность или обманчивость. Она также упоминает тизеры, которые намеренно удерживают информацию, чтобы использовать разрыв любопытства. Они предоставляют достаточно информации, чтобы вызвать интерес, но недостаточно, чтобы удовлетворить это любопытство. Вот два реальных заголовка с новостного сайта. 9 из 10 американцев полностью неправы относительно этого потрясающего факта. И кто-то дал детям ножницы. Вот что произошло дальше. Думаю, мы все согласны, что это примеры плохого кликбейта второго типа. Теперь представьте себе пространство кликбейта, где по одной оси находится степень обманчивости или сенсационности, а по другой — количество информации, которая намеренно скрыта для создания разрыва любопытства. Так вот, эти два заголовка попадают в верхний правый угол. Это зоны кликбейта второго типа.
На другом краю находятся вещи, настолько несенсационные, что становятся скучными. Это можно назвать мертвой зоной. Теперь вот где можно найти странные применения эффекта Магнуса. То есть я не сказал, какие именно применения. Теперь в середине можно найти кликбейт первого типа. Но, честно говоря, я считаю, что кликбейт первого и второго типа настолько различны, что нам не стоит использовать одно и то же слово для них. Вместо кликбейта первого типа мой друг и ютубер Брейди Херон предложил термин «лигитбайт». Это может звучать заманчиво, но это легитимно. Вместо кликбейта второго типа мы могли бы использовать такие термины, как кликтрап, кликтрик, линктрап или дупичут. Важно понимать, что для любого видео нет одного истинного заголовка и миниатюры. Каждое видео может иметь сотни или тысячи различных легитбайт заголовков. Например, «Как работает самолет в условиях нулевой гравитации». Я полетал на самолете, выполняющем параболические траектории. Что происходит с огнем на самолете в условиях нулевой гравитации? Теперь самые заманчивые заголовки и миниатюры находятся ближе к кликбейту второго типа. Мне напоминает инфографика от Smarter Every Day, которая показывает, что в социальных сетях наибольшее вовлечение происходит близко к границе допустимого. Но помните, что определение кликбейта у всех разное, и восприятие слов и изображений у всех тоже разное. Поэтому эти границы нечеткие, они скорее размытые. То, что для одного человека может быть легитимным кликбейтом, для другого может быть кликтрапом. Ясно одно. На сайте, где важен показатель кликов, кликбейт всех типов неизбежен. Насколько важны для успеха видео заголовок и миниатюра? Очень важны. Конечно. Если люди не нажимают на видео, они его не смотрят. Вы не получите 10 миллионов просмотров, если 10 миллионов человек не кликнут на видео. Так что все просто. Если люди не кликают, они не смотрят. Почему кликбейт повсюду? Потому что он работает. Более привлекательные миниатюры получают больше кликов. Несмотря на заявления некоторых людей, что они не будут кликать или отписываться, это как эволюция. То, что выживает, размножается, а черты усиливаются. Если вы не завидуете жирафу за его длинную шею, чтобы дотянуться до самых высоких листьев, можете ли вы завидовать ютуберу за красную стрелку, которая позволяет ему охватить более широкую аудиторию? Я говорил об этом в своем видео 2 года назад. Чтобы быть успешным на YouTube, вам нужно оптимизировать две вещи: время просмотра и коэффициент кликов по вашим видео. Это количество раз, когда на заголовок и миниатюру кликают, деленное на общее количество их показов. Это количество впечатлений. В то время это было для меня своего рода откровением, потому что я всегда думал, что моя работа заключается в создании отличных видео, а затем в создании заголовка и миниатюры, которые адекватно отражают содержание видео. Но теперь я понимаю, что создание заголовка и миниатюры — это как минимум половина работы. Это не только потому, что лучшие заголовки и миниатюры привлекают больше кликов, но и потому, что лучшие заголовки и миниатюры вы получите гораздо больше показов. У YouTube есть ограниченное пространство для отображения практически бесконечного контента. Поэтому недостаточно просто создать хорошее видео, даже если его смотрят полностью. Нужно также создать заголовок и миниатюру, которые будут кликабельными, особенно в условиях конкуренции с другими действительно хорошими заголовками и миниатюрами. Это единственный способ надеяться на большее количество показов от YouTube. Большое развитие с момента моего последнего видео на эту тему заключается в том, что YouTube ввел метрики в реальном времени, такие как просмотры, показы и CTR, коэффициент кликабельности. Я предположил, что это приведет к гонке вооружений. Так что можно ожидать, что создатели будут запускать видео и затем сидеть с различными вариантами миниатюр, менять их и смотреть, как это влияет на CTR, а затем выбирать тот, который приводит к наибольшему количеству кликов. И это, по сути, уже произошло. Позвольте мне привести мой любимый пример. В прошлом году я сделал видео об астероидах, которое, по моему мнению, было очень хорошим. Я назвал его «Астероиды. Наибольшая угроза Земле», что сказал Стивен Хокинг. И люди были очень позитивны по поводу видео. Они думали, что это, возможно, одно из моих лучших, но результат был намного ниже среднего. В первый день астероиды были на 9-м месте из моих предыдущих 10 видео. Он, вероятно, был нацелен на примерно 1,5 миллиона просмотров. Поэтому я попробовал различные заголовки и миниатюры, такие как «Воздействие астероида», «Каковы наши шансы?» или «Воздействие астероида. Что мы можем сделать?». Но ни одно из этих изменений не дало большого эффекта. И на третий день после запуска я изменил заголовок и миниатюру на «Вот астероиды, о которых стоит волноваться». И сразу же видео стало лучше работать. Оно быстро переместилось из разряда моих худших видео в разряд лучших. Теперь у него 14 миллионов просмотров. Ничего в видео не изменилось, только одно изображение и 38 символов. Но из-за этого видео достигло почти в 10 раз больше людей, чем могло бы. Название и миниатюра точно описывают, о чем видео.
Конечно, есть элемент любопытства, но вы не можете объяснить всю концепцию в длине заголовка. Поэтому, если вы видите, что ютубер меняет заголовки и миниатюры, вот в чем причина. Потому что такие усилия могут быть вознаграждены многократно. Некоторые люди возражают против этой практики, думая, что создатель пытается обмануть свою аудиторию, заставить их кликать на одно и то же видео несколько раз. Но это не так. Основная цель — заставить YouTube показывать заголовок и миниатюру большему количеству людей. Мы стараемся увеличить количество показов, что сильно зависит от кликабельности. Многие из моих недавних видео имеют типичную кривую просмотров. Сначала наблюдается всплеск после выхода видео, затем спад, а затем второй рост, когда я нахожу лучший заголовок и миниатюру. Я меняю заголовок и миниатюру и наблюдаю за графиком просмотров в реальном времени. Я ищу заметное увеличение просмотров. Иногда изменений нет, иногда ситуация ухудшается. Но когда вы видите что-то подобное, вы знаете, что нашли победителя. Это то, что делают все крупные ютуберы. Даже мистер Бист не знает заранее, какая миниатюра сработает лучше. Вы когда-нибудь меняли заголовок и миниатюру, и видео стало лучше? О, конечно. Так что я обычно делаю 2 или 3 миниатюры, а затем, если они не дают желаемого результата, мы обычно просто меняем их и смотрим, будет ли результат лучше. Потому что дело в том, что вы действительно не знаете. То есть если бы вы были всесильным существом, которое могло бы предсказать, что интересно людям, вы могли бы знать. Но обычно вы можете играть в прятки. Вы действительно не знаете, будет ли хорошая миниатюра, где вы прячетесь на дереве, а кто-то проходит под вами. Или миниатюра, где вы прячетесь за мусорным контейнером, а кто-то проходит перед вами. Так что попробуйте оба варианта и посмотрите, какой из них больше привлекает людей. Я чувствую то же самое, но мне кажется, что у вас лучшее чувство в этом, чем у большинства людей. Конечно, никто не получает 40 миллионов просмотров на видео. Но какой смысл в получении большего количества просмотров? Если быть циничным, можно сказать, что все дело в деньгах и славе. И хотя финансовые стимулы для увеличения числа просмотров определенно существуют, я этим занимаюсь не ради этого. Как образовательный ютубер, я думаю, что есть две очень хорошие причины использовать отличный тип iClickbait вместо более прямолинейной упаковки. Чтобы понять первую причину, рассмотрим два возможных заголовка для моего последнего видео. Я назвал его «Самая простая математическая задача, которую никто не может решить». Но это видео о гипотезе Коллапса. Так что, возможно, более прямолинейным заголовком было бы просто назвать его так. Проблема в том, что если я опубликую видео под названием «Гипотеза Коллапса», то наиболее вероятные зрители, которые кликнут на него, будут те, кто уже знает, что такое гипотеза Коллапса. А подавляющее большинство людей никогда не слышали об этом. Поэтому для них заголовок будет бессмысленным. И только очень любопытные или те, кто действительно любит Veritasium, будут кликать. Напротив, название «Самая простая математическая задача», которую никто не может решить, передает больше информации о видео всем. Это означает, что больше людей смогут кликнуть на него, большинство из которых никогда не слышали о гипотезе Коллапса. Так что я могу научить их чему-то новому. И поскольку у видео более высокий коэффициент кликов, YouTube показывает его еще большему числу людей. Так что если моя цель — максимальное увеличение уровня знаний в мире, это способ ее достижения. Вторая причина, по которой нужно оптимизировать заголовки и миниатюры, это поддержка основной цели нашего канала. Мы пытаемся создать лучшие научные фильмы по каждой теме, которую мы затрагиваем. Это означает поездки для встречи с экспертами, строительство реквизита, создание впечатляющих анимаций, проведение исследований и проверка фактов. Мы нанимаем экспертов-консультантов, чтобы тщательно проверять нашу работу. Я не хочу делать влоги. Я хочу создавать научные документальные фильмы на YouTube, которые ставят трансляции в тень. Чтобы сделать это возможным и устойчивым, видео должно получать много просмотров. Для этого нужно создать лучшие заголовки и миниатюры, которые мы можем. Ютубер и генеральный директор Patreon Джек Конте говорил о корректировке упаковки. Идея заключается в том, чтобы знать, чем вы увлечены, от чего не готовы идти на компромисс, и это должно быть в упаковке. Все остальное, например, в какой бумаге оно завернуто, это уже упаковка. Таким образом, видео — это мой фокус, а заголовок и миниатюра — это упаковка, которую я рад настроить, чтобы создавать те видео, которые для меня важны. Теперь является ли это ироничным, что канал, целью которого является продвижение истинного поиска, должен экспериментировать на границе правды, чтобы достичь этой цели? Это то, о чем я часто беспокоюсь. Знаете, когда я рисковал своей жизнью, делая X, то возникает вопрос: какой процент риска смерти должен быть, чтобы вы рисковали своей жизнью? 50%. Мне нравится, как он всегда слишком много думает. Это забавно. Он как бы думает, достаточно ли рискована моя жизнь, чтобы сказать, что я рисковал своей жизнью. У меня был только 9% шанс умереть, а мне нужно было как минимум 13%. Вы такой смешной. Он был таким же 2 года назад, когда задавал мне все эти вопросы, я сказал: просто делай то, что имеет смысл. Да, я чувствую, что мои инстинкты не самые лучшие, но я понял, что не обязательно доверять своим инстинктам.
Проблема с созданием лучшего заголовка и миниатюры — это научная проблема. Мы просто спрашиваем, какое точное представление видео получит наибольшее количество кликов от широкой аудитории. И это проблема, которую мы можем решить научным методом. Поэтому я нанял несколько действительно умных людей, и мы много времени проводим, генерируя идеи, создавая заголовки и миниатюры и тестируя их. Например, в Twitter и Patreon. Заголовки и миниатюры Veritasium улучшились не потому, что я стал лучше в этом, а благодаря моей команде и нашим тестам. Если у вас есть идеи о том, как мы могли бы сделать это лучше, пожалуйста, свяжитесь с нами. Результаты часто противоречили моим ожиданиям. Например, это видео, похоже, показало на 10% лучшие результаты, когда мы убрали слово «удивительный» из заголовка. Поэтому оно стало просто секрет синхронизации. Я думал, что эти два заголовка были почти равны, но у Patreon была сильная предрасположенность к одному из них. Интересно, что более кликабельные заголовки и миниатюры часто лучше отражают содержание видео. Позвольте привести несколько примеров. Одной из вещей, которую я не ожидал, когда YouTube внедрил инструменты аналитики в реальном времени и позволил изменениям заголовков и миниатюр влиять на просмотры, было то, это также будет работать для старых видео. Вот старое видео, которое я изначально назвал «Почему нейтрон– герой ядерной физики». Оглядываясь назад, это странное и немного бессмысленное название. Поэтому я изменил его на «Почему Эйнштейн считал ядерное оружие невозможным». Это стало яснее и точнее. И вот что произошло с просмотрами после изменения. Я изменил странные применения эффекта Магнуса на «баскетбольный мяч с реверсом летит с плотины». Снова, более точное. И теперь видео смотрят на YouTube. Вероятно, на 10 миллионов просмотров больше, чем оно бы получило в противном случае. Даже антикликбейт оказался эффективным. Вот видео, которое я изначально назвал «Полезны ли отрицательные ионы?». Это вопрос, который никто никогда не задавал. Теперь я изменил его на «Работают ли сольные лампы?». Серьезно. И вот результат. На 1,5 миллиона просмотров больше. Думаю, глядя на эти примеры, можно легко сказать, что YouTube помог мне стать лучше в том, что я делаю. Это улучшило ясность и точность моих заголовков и миниатюр. Это помогло мне понять, что интересно моей аудитории, и как упаковать это в одно изображение и менее чем 50 знаков. Для тех, кто беспокоится, что внимание к заголовкам и миниатюрам помешает мне выбирать сложные научные темы, я просто прошу вас посмотреть на видео. За последние 1-2 года, например, видео о теореме Гёделя о неполноте, общей теории относительности, плитках Пенроуза, логистической карте, методе Ньютона для расчета числа π, однонаправленной скорости света. Хорошие заголовки и миниатюры позволяют нам изучать эти темы и привлекать больше людей, которые уже слышали о них. Существует симбиотическая связь между просмотрами и качеством видео. Чем больше просмотров мы получаем, тем больше людей, мест, реквизита и оборудования мы можем привлечь. Это делает следующее видео лучше предыдущего. Если мы можем хорошо работать с заголовками и миниатюрами, конечно, и результат — лучшее видео. Это то, чего, я думаю, мы оба хотим. Привет, это видео спонсировано KiwiCo, многолетним поддержателем канала. KiwiCo создает потрясающие практические проекты для детей, включая больших детей, таких как я. У них есть 8 подписных линий для разных возрастных групп, вплоть до новорожденных. Мне нравится в коробках KiwiCo то, что они делают обучение увлекательным и ожидаемым. Когда я достаю коробку, мои дети с радостью приступают к созданию вместе со мной. Все необходимые материалы уже находятся в коробке, так что нет необходимости бегать в магазин. Просто откройте и начните. Мы с детьми только что собрали эту домино-машину, которая, кто знает, может стать вдохновением для вирусного видео. Большая идея заключается в том, что, играя и развлекаясь, дети учат концепции STEAM — наука, технологии, инженерия, искусство и математика. Кроме проекта, есть журнал с дополнительной информацией, так что я думаю, что это лучший способ учиться. Делая что-то своими руками и развлекаясь, так должно быть образование. Если вы хотите попробовать, перейдите на kiwico.com/veritasium50 и получите 50% скидку на первый месяц с любой коробки. Я оставлю эту ссылку в описании. Хочу поблагодарить KiwiCo за спонсорство Veritasium и вас за просмотр.